Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, играя в очередной AAA шедевр, что геймдизайн зашел куда-то не туда? Ну там бесконечные вышки в играх Ubisoft, либо гринд ради гринда. Забудьте об этом. Сегодня мы с вами спускаемся на самое дно индустрии, где все эти проблемы вам покажутся несущественными. Мы пройдемся по 10 самым странным играм в истории, и поверьте, этот список точно заставит вас усомниться в адекватности человечества. С одной стороны, симулятор козла стал попсой, но с другой стороны, он как бы легализовал трэш-симуляторы как жанр. Поэтому, составляя этот топ, я поставил его в самое начало. Я думаю, что все так или иначе в курсе за концепт этого шедевра, но я на всякий случай расскажу еще раз. Вы буквально играете за козла, где ваша цель — разнести тихий пригород в щепки. Игра создана из кривой физики, абсурда и багов. Вы, наверное, думаете, что я преувеличиваю, но на странице Steam буквально написано, что вы, вероятнее всего, найдете баг, и игра вылетит. Так вот, язык козла работает как альпинистский крюк, а сам козел может стать королем демонов или улететь в космос. Господи, зачем я решил сделать это видео? Но самое забавное, что в эту игру весело играть, что в целом, наверное, логично. И еще на засыпку. Игра продалась в размере 6 миллионов копий. 6 миллионов копий симулятора козла, собранного на коленке за пару месяцев, с бюджетом в бутылку пива и пачку чипсов. Господи, идем дальше. От козла переходим к делам более хрустящим. На 9-м месте Аимбрид, игра, которая заставит вас сочувствовать выпечке. Почему сочувствовать? Только представьте, вы свежеотрезанный ломтик хлеба. У вас есть великая мечта, цель всей жизни — стать идеальным румяным тостом. Для этого нужно всего лишь доползти до тостера, утюга или любого другого источника тепла. Казалось бы, что тут сложного, но местная физика и управление — это изощренная садистская пытка. Вам придется управлять 4 уголками ломтика по отдельности. Чтобы сделать хотя бы один шаг, нужно зажать 4 кнопки. Каких 4? Две кнопки. И отпустить третью, раскачаться на люстре и молиться, чтобы ваш герой не улетел за пределы комнаты. Этот кусок теста бешено цепляется за стенки, ползет по потолку и крушит дорогую посуду. Главный враг здесь — окружающий мир. Пол — это лава. Стоит хлебушку упасть на грязный ковер, задеть кошачий лоток или обтереть старый носок, шкала съедобности начинает стремительно падать вниз. В итоге банальная кухонная рутина превращается в хардкорный психологический триллер. Вы будете в слезах орать на батон, который наотрез отказывается прыгать на плиту. Настоящий Dark Souls из мира кулинарии. Пообедав парой тостов, выкручиваем счетчик абсурда на максимум. 8-е место — это проект, который заставит вас усомниться в существовании здравого смысла как такового. Fight Clubs. Ну вот серьезно, зачем геймдизайнерам тратить годы на создание скучных файтингов с ниндзя, когда можно просто сделать файтинг на боевых крабах? Это не безобидная потасовка в аквариуме. Местные ракообразные ведут бесконечную войну на полное уничтожение, используя арсенал, которому позавидовал бы даже Джон Уик. Готовьтесь увидеть, как снежные крабы, сжимая в клешнях парные лазерные мечи, сходятся в яростном бою. Цепные пилы, средневековые дубины, магические посохи и револьверы. Тут неадекватный градус пафоса. Только представьте, как один краб атакует другого в замедленной съемке на фоне разрушающегося города под инфернальный хэви-метал. Это прекрасно настолько же, насколько это бредово. 7-е место — это не просто игра, это настоящий памятник агрессивному маркетингу 90-х. Легендарный Pepsi Man, штурмовавший консоли в 1999 году. Сюжет здесь достоин Оскара. Человечество страдает от невыносимой жажды. Мир на грани катастрофы, и тут на помощь приходит он. Безликий супергерой, полностью затянутый в серебристый костюм, с синим логотипом на груди. Это даже на бумаге звучит по-дебильному, господи ты боже мой. Его великая миссия — бежать вперед, сломя голову, и спасать людей от обезвоживания, параллельно собирая разбросанные по улицам жестяные банки. По сути, это один из первых в истории трехмерных раннеров. Вот только уровень сложности ближе к финалу становится абсолютно неадекватным. Вы будете гореть все сильнее, пытаясь увернуться от летящих машин, прыгая через канализационные люки и спасаясь от гигантской катящейся бочки.
Но главная вишенка на этом кислотном торте — это живые катсцены. Между уровнями нам показывают мужика, который литрами глушит газировку и истошно орет в камеру рекламные лозунги. You're doing pretty good. Выглядит это максимально сюрреалистично, нелепо и кринжово. Чистый коммерческий бред, который, тем не менее, выжег свой след в моей памяти. Если вы думали, что симуляторы свиданий созданы для одиноких задротов, то поспешу вас огорчить. 6-е место занимает абсолютный шедевр японского геймдизайна Hatoful Boyfriend. И да, друзья, это полноценный симулятор романтических отношений с обычными городскими голубями. Так, я перечитаю. И да, друзья, это полноценный симулятор романтических отношений с обычными городскими голубями. Понял? Миллионы геймеров по всему миру молили о симуляторе романтических отношений с голубями. И вот он здесь, во всей своей красе. Hatoful Boyfriend, я надеюсь, я правильно это прочитал, поспособствует вам исполнению самых заветных желаний, в которых вы, возможно, доселе не решались признаться даже себе. И я точно не решался. Боже, помоги мне. Сюжет забрасывает нас в элитную академию для одаренных птиц, где вы, внимание, единственная человеческая девушка во всем учебном заведении. И ваша главная задача здесь вовсе не учеба, а попытка закрутить бурный роман с пернатыми одноклассниками. На ваш выбор представлены благородный почтовый голубь, высокомерный павлин-аристократ и даже депрессивная куропатка. Вы ходите на свидание в парк, дарите потенциальным парням элитное зерно высшего сорта и читаете их нежные любовные воркования в диалоговых окнах. В общем, в птичьем мире наблюдаются все те же проблемы, что и в человеческом. Поэтому за оберткой скрывается вполне обычная картинка общества. Помимо свободных выборов, нам также нужно следить за собственными характеристиками, учиться, тренироваться, развиваться духовно. Дополнительная хорошая концовка в отношениях открывается только при условии, что ваша героиня достаточно, прокачалась. А за сбор всех успешно завершенных романтических веток открывается настоящая сюжетная линия. И эта сюжетная линия будет сильно отличаться от того, что вы увидите в прологе. По ходу действия дается немало тревожащих намеков на состояние дел в мире. И где-то, начиная с ветки лазарета, игра приобретает дух психологического хоррора. Наружу вылазят генетические эксперименты, смертельные вирусы, заговоры теневого правительства и жестокие обнуления. Выясняется, что человечество почти полностью вымерло, а птицы ведут подковерную войну за власть. Я мог сделать видео буквально на любую тему. Почему я выбрал именно это? На этой игре, возможно, у вас возникнет вопрос, а зачем она нужна в этом списке? Дело в том, что The Binding of Isaac, игра, сделанная еще во времена флешек, по сути своей редкая дичь, которая за счет необычного визуала заработала вполне себе неплохую аудиторию. Многие знают, что этот культовый и без преуменьшения великий рогалик на момент выпуска имел оригинальную идею, реально драйвовый и разнообразный геймплей. Но если вы на секунду отвлечетесь от ностальгии и вдумаетесь в сам концепт, боже, да это же чистый концентрированный бред. Сюжет рассказывает про маленького голого мальчика по имени Айзек. Он вынужден прыгнуть в темный подвал, спасаясь от собственной религиозной матери, которая услышала голос Бога, потребовавший принести сына в жертву. И вот в этом подвале начинается настоящий парад бреда. Малыш сражается со своими глубинными страхами, родливыми монстрами, библейскими демонами и без шуток ожившими кучами экскрементов. И его главное оружие — это его собственные слезы, которыми он буквально расстреливает врагов. Но градус безумия растет вместе с прокачкой. Чтобы стать сильнее, Айзек должен мутировать. Вы подбираете артефакты, и они кошмарно отображаются на герое. Мальчик втыкает себе в голову вешалку, натягивает на лицо кожу дохлой кошки или обзаводится третьим глазом. Эдмунд Макмиллан создал невероятно глубокий, аддиктивный, но при этом максимально криповый и гротескный шедевр. Гениально? Безусловно. Но насколько это странно с точки зрения визуала. На 4-м месте у нас проект, который одним легким движением руки перечеркивает вообще понятие игрового процесса. Встречайте, Coconut-симулятор. Я вот сижу и думаю, а что мне рассказывать про гребаный симулятор кокоса? Мы играем за кокос, обычный волосатый кокос, который просто лежит на пляже и все. Больше делать в этой игре абсолютно нечего. Никакого экшена, скрытых механик, сложных квестов или прокачки персонажа. Единственное доступное вам действие — это медитировать под шум морского прибоя, созерцать лениво колышущиеся деревья и провожать взглядом пиксельные облака.
Казалось бы, перед нами обычная шутка в Steam за $1, про которую стоит забыть через 5 минут после просмотра. Но каким-то магическим образом на ней 570 отзывов, из которых 95% положительных. В ней даже есть ачивка под названием «Бог кокосов». А для ее выполнения всего-то нужно продержать игру запущенной, какую-то 1000 часов реального времени. На минуточку, это почти 42 дня непрерывной работы вашего компьютера. Я бы назвал это экзистенциальным вызовом вашему здравому смыслу. Напоследок скажу, что тут есть два режима. Один режим аркадный, а другой реалистичный. Вот аркадный выглядит так, а реалистичный вот так. Я не знаю, какие тут нужны комментарии. Мне, 30 лет, чем я вообще занимаюсь? Тройку лидеров открывает нам абсолютная легенда классического трэш-строя, прилетевшая к нам прямиком из безумных и беспощадных 2000-х. Ядерный Тит-бит. Созданный культовым сценаристом Данилой Мастером, этот квест представляет собой чистый, стопроцентный кислотный трип, завернутый в угловатую и нарочито уродливую графику той эпохи. Сюжет стартует обманчиво просто. Молодой парень Антон приезжает в город в поисках ночных развлечений, но случайно пробует новый секретный наркотический напиток под названием ядерный Тит-бит. И вот после этого окружающая реальность окончательно сходит с ума. Вокруг героя разворачивается форменный филиал дурдома. Вам придется бродить по мрачным подворотням, общаться с галлюциногенными зелеными человечками, наносить визиты в подпольные БДСМ-клубы, спорить о смысле жизни с говорящими мозгами в банках и даже предстать перед судом, где приговор подсудимому выносит настоящий суслик. Весь этот шизофренический абсурд густо приправлен тоннами черного, пошлого, дико неполиткорректного юмора, от которого у современных нежных геймеров случился бы мгновенный инфаркт. Такую игру выпустить в 2026 году просто физически не было бы возможным. Разработчики намеренно выкрутили трэш на космический максимум, создав безумный культурный артефакт. Это аутентичная дичь, которую просто невозможно забыть, если вы хоть раз вставляли диск с игрой в ваш дисковод. Правда, дисководы не ставят в компьютеры уже лет так 10. Серебро нашего топа забирает не просто какая-то странная инди-игрушка, а глубокий психологический эксперимент и настоящий интерактивный арт-объект. Легендарный шедевр от студии Ice Peak Lodge More Utopia. Вы оказываетесь в изолированном, затерянном посреди глухой степи городке, где внезапно вспыхивает эпидемия смертоносной и как будто бы разумной песчаной язвы. И здесь странно абсолютно все до мельчайших деталей. Начиная от ломаной геометрии зданий, заканчивая языком, на котором общаются местные жители. Они сыплют театральными, витиеватыми, философскими загадками. Эта игра не пытается вас развлечь, она вас методично и жестоко мучает. Пока вы пытаетесь расплутать клубок мистических тайн, вам приходится выживать в условиях тотальной нехватки всего. Вы постоянно голодаете, воруете, копаетесь в помойках ради ржавых гвоздей или обрезков ткани, чтобы выменить их у детей на патроны, а драгоценное время буквально утекает сквозь пальцы. Добавьте к этому пугающих своей анатомией существ и общую гнетущую атмосферу безысходности. В итоге получается гениальное депрессивное безумие. У игры достаточно много фанатов, но это не отменяет ее странность. А поскольку мы смотрим на игры именно как на игры, то второе место это более чем заслуженно. И, наконец, первое место. Абсолютно недосягаемый пик игровой неадекватности и ментального насилия. Встречайте проект, созданный великим и культовым японским режиссером Такаши Китано на консоли Famicom еще в далеком 1986 году. Takashi's Challenge. Секрет в том, что Китано искренне презирал видеоигры и тех, кто в них играет. Поэтому он создал проект, который буквально издевается над вами каждую секунду. Чтобы пройти этот шедевр без гайда из интернета, нужно быть не просто хардкорщиком, а практикующим экстрасенсом. Судите сами, вот лишь краткий список того, что игра требует от вас делать ради продвижения по сюжету. Вы обязаны пройти домой и избить свою виртуальную жену, чтобы получить развод, затем уволиться с работы до полусмерти, отлупить беззащитного старика на улице, а потом, внимание, петь в реальный встроенный в микрофон геймпада караоке в течение часа без остановки. Но и это еще не все. На одном из этапов вам нужно выдать внутриигровой пароль и ровно 60 минут реального времени вообще не прикасаться к контроллеру. Сделали хотя бы случайное микродвижение, держите мгновенный экран гейм-овера и начинайте все сначала. Эта игра демонстрирует чистую, концентрированную ненависть к геймеру.
Это самый масштабный, дорогой и, самое главное, официальный троллинг в истории игровой индустрии от культового режиссера. Заслуженное первое место в нашем хит-параде безумия. Какая игра, по вашему мнению, заслуживает называться самой отбитой? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк. Хотя я в целом в шоке, что кто-то реально досмотрел до этого момента. Это означает, что с головой у вас все так же не в порядке, как и у меня. С вами был Вадик Пархом. Ставлю точку, но не прощаюсь.